Лук. Вот говорят, чая не пьешь, откуда силы берешь. Если лук не ешь, мне вот это удивительно. Эти люди откуда силу берут? Откуда они тепло берут? Без лука холодно. Зимой, в зимние супы я люблю положить лука побольше. Я и в азербайджанский базбаш, и в узбекскую шурпу лука очень много кладу. Недавно узнал, что французы тоже так поступают. Зимой, когда холодно, знаете, что они готовят? Думаете, они вот такое мясо готовят? Думаете, они возьмут такую грудинку, такую мякоть, топленое масло, курдюк? Не. Они берут обычное сливочное масло, много-много лука и берут хороший красный бульон. Что такое красный бульон, прочитайте в Википедии, займитесь самообразованием. Заливают хорошо, правильно пожаренный лук, заливают бульоном, ставят в духовку. Сверху кладут одну такую гренку, сыр. И вот этот суп очень хорошо работает. Но только я вам скажу, вот этот французский луковый суп по сравнению с узбекской шурпой, по сравнению с азербайджанским бозбашем, никуда не годится. Вообще никуда. Посмотрите, как мелко я режу лук. В луке сахар. И мне надо, чтобы этот сахар как следует вышел в бульон. И чтобы этот лук практически растаял в бульоне, чтобы от него ничего не осталось. Бозбаш, или, как еще можно сказать, бозартма-аш, то есть вареный обед. Блюдо старое. Блюдо распространилось среди нескольких народов. И принято его готовить в казанах, в больших кастрюлях. Но ввиду того, что мы сегодня будем готовить каурма бозбаш, то есть бозбаш на зажарке, на чем-то обжаренном, а когда-то готовили просто из заготовки каурмы. Ну, знаете, что такое каурма, да? Когда осенью много баранов режут, сразу мясо съесть не могут, его на зиму надо сохранить. Жарят барана в казанах, заливают жиром. И это мясо хранится в кувшинах. Теперь каурму практически никто не заготавливает. Мясо свежее есть круглый год. Холодильники есть у всех. Мясо знают, как сохранить. Давайте не будем ждать слишком долго. Давайте, который лук уже порезал, начнем жарить. Вот это топленое масло. Отличное топленое масло. И немножко топленого курдюка возьму. Смешаю. Думаю, что получится хорошо. Разогрелось? Разогрелось масло. А слишком сильно греть не надо. Мы сегодня не по-китайски готовим. И не по-узбекски готовим. Мы сегодня по-азербайджански готовим. А в азербайджанской кухне лук жарят осторожно, чтобы он принял золотистый цвет. И пахнет он в этом случае по-другому. Не так, как пахнет из узбекского казана. Оба запаха я люблю. Оба запаха мне приятны. Но когда готовишь по-азербайджански, лук надо жарить медленно, осторожно, с чувством, с толком, с расстановкой. Можно пойти двумя путями. Можно стоять и мешать, чтобы лук нигде не пригорел. А можно взять и налить в сотейник, либо в казан, либо в кастрюлю, не знаю, где вы там будете жарить этот лук. Немного воды. Вот так. Не пригорит, но пожарится ровно так, как надо. Идемте мясом займемся. Мясо у меня есть разное. Это от ноги, мякоть, кости удалили. Чудесно.
А вот это мясо самое сладкое, самое вкусное, что для бозбаш, что для шурпы. Грудинка. Некоторые считают, что она чрезмерно жирная. Я вам могу сказать, те, кто так считают, ничего не понимают в мясе вообще. Потому что вот это самое вкусное мясо. Вот так вот. В наследство от моего дяди мне достался учебник по азербайджанской кухне 50-х годов выпуска. Тогда, я могу сказать, повара были не глупые, кое-что понимали. И там написано, что для каурма бозбаш мясо надо порезать и порубить кусочками по 25-30 грамм. Зачем они так написали? Зачем такие мелкие куски? Если взять вот такой кусок, не знаю, на 100-150 грамм, положить, сварить, он что, не сварится? Хорошо сварится. Но это же каурма бозбаш. Здесь должен быть вкус жареного. Вкус жареного мяса образуется на его поверхности. Понимаете? Внутри-то оно все равно останется вареным, да и все. И чтобы увеличить площадь поверхности, обжаренной поверхности, режут мясо именно такими кусками. Кто готовить не умеют, а точнее умеют, но умеют готовить плохо, не понимают, насколько важен правильный нагрев во время той либо иной операции. Многие скажут, что ты, у меня времени нет, давай сделаю огонь посильнее, буду мешать почаще. Что лук, что мясо приобретет совсем другой вкус. А другой скажет, я хочу очень хорошо приготовить и убавить огонь совсем. И поставит этот лук, у него, может быть, не знаю, час будет жариться. Тоже неправильно. Вот вы запомните, когда у вас лук жарится минут за 20, за 25 и приобретает золотистый цвет, это тот самый лук и тот самый уровень нагрева, который необходим для получения идеального азербайджанского бозбаша. Часы засекаете, время 20-25 минут, и лук стал золотистым. Послушайте внимательно, если не можете добиться правильного золотистого цвета лука, праздничного цвета, ну, добавьте немножко куркумы. Вот буквально на кончике чайной ложки. И все, и можно мясо опускать. Мясо, вообще-то говоря, должно жариться вместе с луком. Можно было бы их опустить и одновременно. Но я хотел, чтобы из лука немного больше воды испарилось, чтобы он как бы подсох чуть-чуть. И вот теперь раздвигаем все краям, а посередине выкладываем самые жирные, самые вкусные кусочки. Можно накрыть крышкой. Мясо быстрее нагреется, а нагретое быстрее обжарится. Вот теперь помешаем. Жарить мясо с луком надо часто перемешивая и до тех пор, пока лук не начнет таять. Видите, лук превращается уже как бы в кашу. В Узбекистане тоже есть аналогичные блюда. И там говорят, жарь мясо до тех пор, пока от лука ничего не останется. Пока лук не растает, не выделит весь сок, и его сок не налипнет на мясо. Но мы сегодня готовим по-азербайджански. И теперь я могу переложить мясо с луком из сотейника или большой сковородки, не знаю, в чем вы будете жарить, в кастрюлю и продолжать варить. Варить никуда не торопясь. В этот момент неплохо посолить. Это поможет луку выделить сок, а во-вторых,
Соль в мясо уже сейчас должна проникать, иначе мясо останется безвкусным. Хочешь выделить вкус какого-то ингредиента? Посоли его первым. Вот кастрюля, так кастрюля. Вот здесь получится бозбаш, так бозбаш. Воду надо наливать. Ну, посмотрите, что вот это творится. Отдать это в посудомойку? Да вы что? Здесь самый вкус. Вот это все мы должны взять в наш бозбаш. И дольем еще воды. Хотите приготовить хороший бозбаш, берите на килограмм мяса 2-2,5 литра воды. Больше не надо, меньше тоже не надо. Но главный ориентир должен быть, какое у вас мясо. Если мясо сильное, жирное и зрелое, вкус готово отдать хороший, можно воды налить чуть побольше. Если мясо нежное, ягненочек, вы воды наливаете поменьше, мясо само сок пустит, и он станет бульоном. Ну и все. Это будет теперь достаточно долго вариться. Появится пена, я буду пену снимать. Да не, ну какая же это реклама? Это рассказ о том, как мы любим готовить и умеем снимать хорошую еду. Ну или толстый намек на то, как могла бы выглядеть ваша реклама, если бы вы разместили ее у нас. Да это была бы просто огонь, а не реклама. Ну а пока наслаждайтесь и приятного вам аппетита. Ну, бозбаш. Мясо, лук, это совершенно понятно. А что еще? Во-первых, горох. Горох нут, нахат, как говорят в Азербайджане. Вы должны сами оценить. Иногда бывает мясо такое, что ему надо долго вариться, а горох, наоборот, молодой. Может быть, горох успеет свариться вместе с мясом. Но если все наоборот, мясо молодое и сварится очень быстро, то горох, конечно, лучше заранее замочить. А то, может быть, даже и сварить до полуготовности. Но горох среди всех остальных ингредиентов после мяса и лука опускается в казан первым. Надо сказать, азербайджанские кулинарные традиции очень сильные. Например, издревле в Азербайджане люди готовили, используя каштаны. Каштаны как источник углеводов. И лишь 150-200 лет назад, когда в Азербайджане появилась картошка, каштаны стали постепенно замещаться картошкой. Знаете, в чем дело? Каштаны поспевают осенью, хранятся плохо. И чем дольше они лежат, тем труднее их бывает очистить. Мы с большим трудом очистили мисочку свежих каштанов для того, чтобы отдать дань нашим азербайджанским традициям. У меня будет и с каштанами, и с молоденькой азербайджанской картошкой. Еще один азербайджанский специалитет, то есть продукт, который используется преимущественно в Азербайджане, да еще и в Южном Азербайджане, то есть в северных областях Ирана. Это плод, который называется аль-бухара. Что-то среднее между кисленькой сливой, алычой и абрикосом. К сожалению, и аль-бухара в последнее время вытесняется из азербайджанской кухни другим очень хорошим продуктом – помидором. Помидоры в Азербайджане растут хорошие, вкусные, их люди любят, и очень часто в летний коурма бозбаш закладывают помидоры. Но я хочу остаться все-таки с аль-бухарой. Вот буквально по 2 штуки на каждую порцию бозбаша. Аль-бухара обязательно нужна бозбашу для того, чтобы уравновесить его вкус. Вы клали мясо, клали масло, клали лук.
Все это сладкие продукты. И даже горох сладковат, и каштан сладковат. Только аль-Бухара дает необходимую благородную кислинку. Я предполагаю, что многие зрители нашей программы из России не смогут найти аль-Бухару на своих рынках. Хотя вы попытайтесь. Спрашивайте в азербайджанских фруктовых и овощных магазинах. Вам помогут. Если сейчас нет, потом привезут. Но если совсем нету, спросите у них, а нет ли у вас соуса из алычи для шашлыка. Дело в том, что в Азербайджане очень любят готовить аналог грузинского ткемали. Только специи не кладут. А нам того и надо. Вот у меня здесь немного, буквально ложечка другая, как раз такой пасты. Я хочу попробовать добавить ее в суп и посмотреть, какие изменения во вкусе произойдут. А посмотрите, каким красивым получается у нас бозбаш. Ярким, нарядным, но ему предстоит стать еще ярче и еще наряднее. В дело вступает самая драгоценная специя в мире – шафран. Да, без хорошего шафрана можно, конечно, приготовить бозбаш. Только я вас прошу, не называйте его азербайджанским. Посмотрите, как выглядит хороший шафран. Но в таком виде опускать его в бозбаш нерентабельно. Тогда много шафрана понадобится. Мы сейчас с вами немного сэкономим. Я насыпал сюда щепотку соли. Эта соль мне необходима для того, чтобы помочь перетереть шафран буквально в порошок. Полюбуйтесь, какой цвет у этого шафрана. Слушайте, будто дорогой шелковый азербайджанский ковер. Запах шафрана очень тонкий, но он незабываем. Кто полюбит шафран, не разлюбит никогда. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар. Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии.
Меня часто спрашивают, что за музыка звучит в моих роликах. В данный момент звучит азербайджанская песня, которая называется «Сары Ялин». Если переводить дословно, то название звучит несколько нелепо – «Желтая невеста». Но если переводить поэтически, то надо сказать «Солнечная невеста». И наш босбаш сегодня солнечный. Кстати, азербайджанскую народную мелодию «Сары Ялин» исполняют мои друзья Дмитрий Атабеков, родом из Узбекистана, Руслан Черчир, крымский татарин, играет на азербайджанском национальном инструменте балабан. И я, Сталик Хамкишиев, ваш покорный слуга, исполняю на соло-гитаре. Молоденькая, нежная, некрупная азербайджанская картошка будет готова очень быстро, минут за 15-20. И попадает она в самое роскошное соседство. Вокруг золотой бульон, шафраном пахнет, лук, мясо, каштаны, горох. Пах-пах-пах, как пахнет, какой аромат! Готов, босбаш. Замечательный босбаш. Я сказал жене, чтобы она поставила на стол самую лучшую посуду. У кого сервиз Мадонна остался, есть в серванте, доставать сервиз Мадонна. А у меня посуда Вилмакс, Ингланд. Отличный фарфор. Посмотрите, какая красивая. Посмотрите, какая удачная. Я суп хочу подать, как полагается в хороших домах, в супнице. Но супница супницей – это про запас, кому добавки потребуются. А босбаш на стол я хочу подать особым образом, как привык. Я картошечку, мясо, словом, все то, что густое, хочу положить на отдельное блюдо, как второе. Полюбуйтесь, какой натюрморт. Вот куда нужны великие художники. Ну а теперь в тарелку. На край тарелки обязательно немного зелени. Я люблю кинзу, кашниш. Некоторые добавляют сушеную мяту. Некоторые добавляют сумах. Здесь уже дело вкуса. Самое главное, чтобы у всех у вас было хорошее настроение и, конечно же, приятный аппетит. Дорогие друзья, вот здесь вы можете подписаться на наш канал. Вот здесь вы можете заказать книги с автографом. Если вам не нужны книги с автографом, но вам понравился сегодняшний сюжет, поставьте лайк. Вот здесь есть еще один сюжет, который вам, точно говорю, понравится. А вот здесь другой сюжет, который поможет понять сегодняшнюю тему.